Если вы используете AI для генерации 3D-моделей, независимо где, High3D, Mesh или Tripo, то эта программа вам просто будет необходима. Программа проведет полные анализы на модель, скажет вам, готова, не готова она к печати или употреблению, какие проблемы в ней есть, что необходимо сделать, чтобы отремонтировать, и главное, она может их ремонтировать. Также она может делать полную ретопологи, уменьшить полигоны и полностью подготовить модель для использования в игр, либо 3D-печатания. В этом видео я хочу показать вам, как ее установить и как использовать. Номер один. Эта программа абсолютно бесплатная для использования. Все, что она использует, все библиотеки, они все в свободном доступе. Я лично написал эту программу и хочу вам показать, как ее установить и использовать. Для того, чтобы установить, вам необходимо пойти по линке внизу, и это будет на Geeked Play Mesh Write. Здесь вам надо будет нажать на код, либо склонировать эту непосредственно через Git ваш репозиторий. Если вы не знаете, как это делать, просто загрузите zip-файл и раскройте его в директории. После того, как вы раскрыли, запустите install.bat, который установит все библиотеки и правильно расположит. После установки запустите start.bat для начала, либо stop, если вам необходимо остановить все процессы. Сразу скажу, что это будет запускаться несколько процессов. Один на background, другой на UI, для того, чтобы смотреть и для того, чтобы непосредственно ремонтировать эти модели и анализировать. Это написано с подходом Zero Black Box, точнее, весь код открытый и все задокументировано. Если вас интересно, вы можете пойти в документы и здесь увидеть всю архитектуру, как, что, чего использовать. Также, если вы дальше вот по установочке пройдете, здесь прям показано, как всю программу использовать, что все это значит, также какие требования непосредственно у программы к установке и какие библиотеки все используются. Также вся эта информация будет непосредственно в библиотеке, в программе само по себе. После установки и после запуска программы она у вас откроется как бы сама по себе в своем шелле, и здесь у вас будет открытый интерфейс, где вы можете загрузить любую модель. Она поддерживает очень много форматов для 3D, FXB, Object, STL. Моя идея была как бы отпустить выход в STL для печатания, но также я буду изменить и добавлю выход в OBJ, если вы хотите использовать ее для 3D игр. Наверху вам выдаст результат, скажет, насколько готово, не готово и какие проблемы здесь существуют. Здесь видно, что у нас три открытых дырки есть. Если мы нажмем на них, то она нам прям покажет, где они находятся. Также маленькие triangles, это вот которые слишком маленькие полигоны, которые рекомендуется соединять. Это будет очень важно, если вы делаете OBJ для игр. Печатание еще можно как бы пройти, но слайсер, иногда у него будет кое-какие проблемы. Все это ремонтируется. И самое главное, почти как мы делаем модели, есть, как говорят, плавающие частички. Но это из-за того, что AI, оно не знает, если вам необходимо создать как бы пыль висящую, либо не надо, они не знают. Но для печатания это большие проблемы. Здесь, если мы включим highlight, вот они сразу у нас показаны, какие частички и где. Видите, вот эти все, которые highlight, это вот они не присоединенные, и они просто как бы висят в воздухе, если вот посмотреть. Видите, вот здесь эти даже усики, они вот не присоединены, но висят в воздухе. Для этого нам их необходимо отремонтировать. Как их будем ремонтировать? Это просто подключаем всех, select all, давайте отсоединим верхушку, и здесь remove 200 select. Это, представьте, даже то, что мы не видим, 200 этих маленьких частичек. Нажмем удаление. Вот через короткое время они уже готовы. Кстати, если заметьте, дырки пропали, потому что они, как видно, были в тех частичках, слишком маленькие частички, и, скорее всего, из-за этого и возникала эта проблема. Но вы также могли нажать Repair Mesh, и это тоже отремонтирует и уберет все эти проблемки. Следующее, вам необходимо фикс sliver, эти маленькие вот эти вот полигончики, также можно все отремонтировать здесь. Их нашло 924 всяких маленьких, которые рекомендуется убрать, но я пока их оставлю здесь. Причина в том, что я хочу использовать Retopology, и Retopology уберет некоторые из них, потому что она как бы раскинет сеточку. Нет смысла терять время сейчас для этого. Мы смотрим превью. Здесь сразу хочу сказать, что если есть у нас Clay,
мы посмотрим normals. Также можете просмотреть непосредственно X-Ray и Wire, точнее, вот наша сеточка просмотр. И вот здесь видите, какая она. Ну, сетка, конечно, слишком напичканная, но это будет так происходить. Она напичканная HRM, очень высокая резолюция она делает. В модели в третьей еще лучше, кстати, делает. И говоря про High 3D, про модели, конечно, это очень зависит от того, какие сервисы вы используете. Я лично рекомендую Hiram 3D, и это по причине, у них новая модель третья вышла, которая, ну, на самом деле, просто обалденная. Дайте-ка я вам покажу, что она делает. Кстати, результаты могут быть разные в зависимости от того, какие картинки вы используете. Это вот я ничего не потачивал, я взял вот эту картинку, вот здесь вы ее видите, поставил ее в High Item и сказал, генерируй для меня на версии третьей, и то же самое сделал в Mesh. Обычная проблема, когда вы делаете по одной картинке, AI не понимает анатомию. И вот здесь, как видите, хвостик, видите, он сбоку пошел, этот хвостик. Вот здесь он нигде положено, а прям сбоку. И эта проблемка не только здесь. Вот видите, другую мышку то же самое, такая проблемка. Мы можем взять еще другую мышь, вот здесь, которая делается, то же самое. Проблема, видите, здесь прямо она ее как бы всобачила в одежду, через сбоку выходит. Ну, совсем не то смотрится. И это вот проблема во всех. Как они подошли здесь, намного умнее. У них анатомия, она рассматривает анатомию. Давайте, к примеру, вот смотрите, хвостики. Видите, он не только правильно его сделал, он прям под одежду его сюда подогнал, как будто натурально смотрится. И это не единичный результат, это постоянно происходит. Здесь другая модель, если помните, мы когда смотрели, здесь вот проблема возникает вот такая. Если мы посмотрим, как High 3D к этому поднесся, видите, он очень аккуратно, он прямо по центру вставил хвостик, и самое главное, он его вот прямо сюда под одежду подогнал, очень грамотно сделано, опять же, с картинкой, и в этом заключается разница. Кстати, сейчас, если вы хотите подписаться, у них специально промоушен идет для High 3D, я вам линк внизу сброшу, по нему идите, там дополнительные бонусы получите, попробуйте, поэкспериментируйте. Все, конечно, они платные сервисы, я говорю, вот эти сервисы, они не бесплатные, но к нашему удовольствию, эта вот программа, которую я показываю, она абсолютно бесплатная для вас. Так, давайте-ка я отключу сейчас вот здесь, и дальше посмотрим, что эта программа будет использовать. Если у вас возникают вопросы, какие библиотеки, здесь наверху, где здесь Geeked Play, если нажмете, здесь показана быстрая информация, какие объекты она поддерживает, что она производит, какие denoise, и заодно, какие библиотеки мы используем для retopology, для уменьшения полигонов. И говоря по уменьшению полигонов, давайте-ка здесь покажу вам, как это все работает. Smart Retopology — это занимает чуть-чуть долгое время для того, чтобы делать, но работает довольно неплохо, особенно если вам необходимо уменьшить. Ну, давайте вот сделаем уменьшение. Кстати, здесь уменьшается настолько, показано, сколько фейсов будет. И мы сейчас поставим 1 миллион 600. Ну, вот уменьшим примерно, давайте в 2 раза где-то сделаем так, чтобы в 2 раза где-то, даже больше, чем в 2 раза, вот так, где-то на 63% уменьшение. Reverse Sharp Pages, так все это одна. И нажмем Reduction. Внизу здесь показано примерно время, сколько займет для того, чтобы сделать 3-6 минут. Ну, я примерно всегда иду где-то к наибольшему количеству, где-то 6 минут примерно займет. Это зависит от вашей карты, зависит от вашего компьютера и от того, сколько памяти у вас есть на компьютере. Заметить то, что если вы используете Smart Repo на очень больших полигонах, то это займет довольно долгое время, потому что эта калькуляция сильная будет происходить там. Поэтому я рекомендую, если вы хотите Smart Repo, уменьшите полигоны, немножко faces, немножко уменьшите, и потом уже производите. Сейчас для примера давайте вот, скажем, Decimate это включим. Мы переключим на Wires и на X-Ray. Пойдем сюда поближе, подойдем. Что вот посмотреть. Видите, вот у нас сколько здесь полигонов. Очень много. Мы вот уменьшим где-то на 50%. Давайте до 2400 доведем. Ну, наполовину. И мы Decimate, это просто буквально уменьшаются полигоны. Ничего умного делать не будем. И
Сейчас включим. Здесь обычно говорят 3-6 минут, но я где-то 10 минут, наверное, это все уйдет. Вот прошло, кстати, довольно быстро. Сейчас здесь прошло. И вот у нас полигончики уже меньше, сразу видны. Видите, сеточка уже намного виднее, уже не настолько загруженная сетка. Сетка намного легче, вот здесь прям видно ее. Конечно же, если мы посмотрим на клей, то, видите, детальки кое-какие уже пропали. Но на это рассчитывали, потому что когда мы уменьшили размер полигонов, но все равно довольно неплохо. Такой можно распечатать, и она намного легче по Faces, намного легче уже идет сама модель по себе. Если мы больше будем уменьшать, то там, конечно, тогда уже все вот эти детали начнут пропадать. Вот эти вот маленькие детальки, они все уйдут. Если мы, конечно, полигоны уменьшим. Может, здесь даже попробовать ради интереса. Давайте-ка сейчас еще здесь уменьшим ее. И вот у нас уже быстро, кстати, меньше минуты, довольно быстро прошла. Ничего, неплохо. Узкие все это остались детальки. Давайте переключим на X-Ray. Сетка уже вот намного прям видно. Намного меньше. Сетка намного вот такая крупнее. И сюда, если перейдем. Ну да, вот детальки уже сразу видно. Видите, вот детальки, они здесь уже похуже стали. Детализация такая похуже. Но все равно еще не напечатать может. Печать пойдет вот в такой, если в зависимости от размера, конечно, как вы будете делать, но даже при такой раскладке довольно неплохо уменьшение. Вы можете здесь попробовать Uniform Decimal, потом Smart Triple. Как говорю, вот на таких Smart Triple пойдет нормально, а если когда будете делать с там 4 биллионами, миллионами, там, конечно, время займет довольно сильно. Но если понравилась вам эта аппликация, то поставьте лайк на видео. Там subscribe сделайте. И, конечно, запомните, что загрузка вот здесь, она бесплатная. Если вам понравилось, на звездочку нажмите. Вот здесь 0 звездочек. Дожидается вашего участия. Огромное спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующий раз. Пока.